Всем привет! Вчера вы видели финал листинга криптовалют 1 инч, ENG, OGN, NKN, на которых мне удалось заработать шорт 250%. Сегодня я хочу также проанализировать, какая цена на сегодняшний момент этих криптовалют, упала ли она или выросла. Мы снимали вчера вечером видео, сейчас воскресенье 16:45. Как вы видите на табло старые цены, я сейчас отключил интернет. После включения интернета мы увидим уже совершенно другие порядок цифр. Также я хочу обратить внимание, что это терминал Coinbase Pro, допустим, 1 инч торгуется 6.35 торговался. В это время примерно 1 инч на фьючерсах торговался в районе 6.35. Также NKN 1.47 на Binance фьючерсах, и на Coinbase Pro NKN торговался 1.53. Поэтому цены они разные у каждой биржи, особенно если вы играете в споте или торгуете, да, или играете или торгуете, то даже на споте и на фьючерсах на одной и той же бирже будут разные цифры. Это нужно учитывать. Подписчики спрашивают, где искать листинги и на каких биржах. Мы у себя на YouTube канале в разделе сообщества возле плейлиста формируем, скажем так, новости для вас и сообщаем, когда происходит листинг. Я далее вам покажу, где его искать. Также внизу под видео есть полезные ссылки на полезные приложения. Вот одно из них вы видите общее, тут можно делать свой анализ, прогноз, и я считаю, что вам нужно установить ее или хотя бы зарегистрироваться и иметь возможность пользоваться всеми возможными инструментами. Это очень важно для вас. Также я рекомендую посмотреть видео листингов прошлых и этого листинга, поскольку это позволит вам реально, но это золотые видео, вы поймете психологию торговли. Итак, сейчас я запущу интернет, и мы посмотрим, где сейчас находится цена. Для себя зафиксировали, что OGN торговался вчера вечером в районе 22 часов, в районе 22 часов 3.15. NKN 1.53, 1 инч 6.35 и ENG 3.59. Итак, запускаем интернет, смотрим, тоже с левой стороны вы видите. Надеюсь, сейчас поменяется. Получается, как вы видите, цена в криптовалют, как я и говорил, в принципе, изначально пошла вниз. Раз вниз, два вниз. Сейчас мы обновим ENG. 3.59 торговался. Сейчас на Coinbase Pro, вот это терминал торговый, $3.35. То есть цена упала, надо будет посмотреть, посчитать. Дальше 1 инч 6.35. Мы можем сейчас видеть, что 5.87 торгуется, но тем не менее на Coinbase Pro эта сумма может быть другая. 5.87 и да, тоже 5.87, практически такая же, как и на Binance. Стоил 6.35, 5.87, упал. Дальше смотрим.
OGN. Обновляем. OGN сейчас стоит 2.71, а стоил 3. То есть тоже просел на процентов 10. Следующее NKN. 1.53 где-то в 22 часа. И практически через 24 часа, ну 20, 16, 21, ну, через 16 часов он начал стоить 1.09, а стоил 1.53. Тоже сильное падение. Ну, вы сами видите это падение. Итак, я закрываю эти торговые терминалы и смотрим дальше на цены. Итак, я открыл теперь графики OGN. С момента информации о листинге, видите, криптовалюта выросла на 37%. И упала суммарно на 22, но потом сейчас восстановилась и на 20% упала. Криптовалюта NKN, которая с момента листинга набрала 36% и спустилась, ну давайте возьмем отсюда, на примерно, где тут у нас уровень, ну, примерно на 30, и сейчас торгуется минус 26%. Криптовалюта 1 инч. Это реально ценная информация. Вот, реально ценная информация. 1 инч. Смотрите, по сути, если смотреть, то криптовалюта, она уже с 15, ну я в прошлом видео объяснял, все криптовалюты начали падать. И когда был листинг, вот тут листинг, то криптовалюта как бы начала падать, расти. Сейчас где-то 23, 9, где-то в 17 было часов. 19, то есть вот, криптовалюта упала, потом еще раз упала через час, потом поднялась и все равно упала. Вот если бы не движение вниз, то падение было бы вот отсюда, скорее всего, такое же, как и сейчас мы видим в Загали. Сейчас. Давайте отсюда, с листинга. На 9% упало. Вот OGN сильно упал, NKN сильно упал, 1 инч не сильно упал после листинга на 9%. И потом восстановился, в принципе, на, можно считать, 8% он упал. А если посчитать общее падение 1 инч, то он составляет примерно 19-13%, потому что интересный проект и вообще интересна криптовалюта. ENG, тоже мы смотрим 10 апреля, вот 9, то есть апреля, на которой я заработал 250%, вот на этой свече вниз, раз, два, потом восстановление, тут могли, конечно, вас вынести на 12%, при большом плече это минус 500% был, не, на 50, по-моему, максимум можно, 50x это, ну все правильно, 500% минус, смотря сколько у вас депозита. И потом криптовалюта все-таки спустилась ниже на 14%, но сейчас торгуется минус 11% с момента листинга. Вот, что мы имеем сейчас. Поэтому та теория, которая есть, и все о ней знают, это то, что когда криптовалюта начинает листить на какой-то из бирж, особенно на Coinbase или Binance,
то криптовалюта начинает очень хорошо расти, набирать в цене. Но, как видите, есть ограничение роста 32%. Это если мы посмотрим, я помню, в 20:00, да, 7 апреля в 20:00 сообщили о листинге, да, то есть что залистят 9 апреля. Потом добавили НКН на фьючерсы, его не было. Это дало возможность, понятно, шортить эту криптовалюту. И поэтому ее, как бы, знаете, как на споте набирали до какого-то периода, да, потом видите такие очень сильная волатильность. Сейчас покажу вам. Вот эта свеча, это 19%, это очень много. Вот, это дало возможность шортить, и потом после того, когда добавили эту криптовалюту, вот как вы видите, с ней ее добавили вот тут ее добавили, вот это как раз свеча, это и есть минус 19%, потом она восстановилась, но все равно упала. Вот лидеры по падению, вот вы видите, ОГН и НКН. 1 инч и ENG, допустим, можно отнести в раздел NFT токенов. Они на слуху у всех, и поэтому как бы такая вот с ними ситуация, что не сильно упала. Что вам еще сказать? Покажу вам наш сайт, да, YouTube канал. Вот раздел сообщества. Здесь мы добавляем разные интересные вещи и листинги. Вот как раз то, что я говорил, ENG 236% и плюс еще 50%. Вот мы 15 минут до листинга, то есть те, кто с нами были, те понимали все. Вот еще один листинг на биржу. Вот, разные прогнозы, интересные информации. Читайте, смотрите. Также есть плейлисты. И я здесь вам рекомендую для новичков посетить плейлист для новичков торговля на фьючерсах. Там я рассказываю, как перестать сливать депозит свой. Вам может он не понравиться, но это единственный способ вас научить бесплатно, я считаю. Потом есть 123 видео, как заработать деньги на бирже криптовалют. Это торговля на спотовом рынке, и там, понятно, вы торгуете 500, 1000, 2000, 3000, ну и до бесконечности, в принципе, этим самым балансом. Вот, но опять есть такие криптовалюты, которые не заходят, ну, не входят в топ криптовалют, и на которых большая волатильность, и вы можете, скажем так, если на фьючерсах вас ликвиднет и вы безвозвратно потеряете деньги, то на споте просто нужно, если вы в минусе, либо набраться терпения на несколько лет и ждать, пока эта криптовалюта упавшая восстановится, либо минус 5%, как обычно это в торговле, да, как классика. Уходит депозит на минус 5%, мы его закрываем. Вот. Но там усредняться на споте нельзя, и поэтому приходится расставаться. Особенно если вы играете, торгуете на очень, ну, на вершине. То есть, когда криптовалюта побила свой, скажем так, или достигла своего АТХ, максимального ценового образования, и потом понятно, что идет либо на коррекцию и потом дальнейший рост, либо сливается, все сливается. Вот. К сожалению, не все те наши пользователи, которые смотрят видео, к сожалению, не все досматривают до конца или смотрят
прерывисто, и потом они не понимают всей картины. Поэтому я как бы пытаюсь, как это можно сделать, видео коротким, но суть в том, чтобы вы смотрели от и до видео. Вот тогда вы будете больше понимать, чем вы просто прокрутите. Это как прокручивать фильм. Вроде как говорят, классный фильм, а вы прокрутили и говорите, да, ничего особенного. То есть вы не в фильме, да, вы где-то за пределами, и вы не понимаете. Также еще будет один раздел интересный. Потом я его озвучу. Так, и в принципе осталось только под видео вы можете найти разные ссылки. Вот покупка криптовалюты на бирже, проверенной в принципе биржи, топ-биржи, я считаю. Вот ссылка для регистрации, инструкция, как зарегистрироваться, как завести деньги, как вывести деньги. Есть видеоинструкция, есть текстовая инструкция, видео обучение, ну и так далее, и так далее. Ну, по вопросам писать сюда. Также есть несколько программ, которые я вам показывал. Они находятся вот это первая программа. Она классная, вы можете здесь чертить, излагать свое видение, и это вам поможет тоже расти. Ну а дальше, я думаю, запишу видеопрогноз, не знаю когда, и тоже расскажу свой опыт, который вам тоже поможет. А на сегодня можно сделать вывод, что криптовалюты, которые листятся на Coinbase Pro, все-таки все начинают падать в цене через какое-то время. Вот, поэтому вот такая вот ситуация. Вот такая ситуация. До листинга она будет расти, после листинга падать. Вот. Но понятно, не всегда она падает, она сначала может еще вырасти после листинга, да, и потом уже начать падать. Либо вот как НКН, вот залистили его, он тут повозился и пошел вверх. И пошел вверх. И здесь можно потерять, ну да, вот пошел он на 38%, это реально много. И, ну, потом упал, но вот здесь вот надо заходить. Вот. Потом поговорим о том, как заходить в выгодное положение, какая цена, ну, в какую цену выкупать. И, в общем, потом поговорим. На сегодня вот по этому разделу я все сказал. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока.